Как двигательная активность влияет на здоровье человека? В понятии двигательная активность человека заключается сумма всех движений в течение жизни человека. Двигательная активность беспрекословно влияет на качество жизни, формирование организма и защиту от окружающих влияний. Любые физические нагрузки в комплексе направлены не только на улучшение физического состояния человека, но и на психологическое и эмоциональное здоровье. Давайте рассмотрим влияние на первую озвученную сферу. Импульсы, которые распространяются от работы мышц, поддерживают окислительно-восстановительные процессы, а также активность всех систем органов. При регулярных упражнениях и высокой двигательной активности в повседневной жизни происходит профилактика заболеваний и преждевременного старения. Одним словом, организм меньше изнашивается со временем и повышает свою стойкость перед внешними факторами. Если вы занимаетесь в течение всей жизни, вы бережете себя от атрофии мышц, которая очень часто приходит в старческом возрасте. Что же происходит с нами, когда физической активности недостаточно? При медлительном темпе жизни и снижении физической нагрузки очень часто происходит застой жидкости в организме, пульс становится меньше, сердечные сокращения также снижаются, обмен веществ замедляется, наше сердце начинает требовать больше кислорода, а недополучив его, начинает голодать. Эти симптомы приводят не только к общей слабости, но и к атрофии. Приучить себя к физическим нагрузкам надо постепенно и поэтапно, но делать это нужно обязательно. Не существует такого вреда, какой могут причинить правильно выполняемые упражнения, достаточное их количество и качество выполнения. Например, после перенесенных операций или же после травм врачи советуют возобновлять курс тренировок, разрабатывать определенную систему, контролируя выполнение. Двигательная активность только способствует быстрому восстановлению и снижению риска повторных травм или серьезных последствий в реабилитационный период. Можно начинать с малого и не обязательно ходить в тренажерный зал и тягать штанги. Обычная прогулка, которую вы будете совершать ежедневно, это уже положенное начало физической активности. Например, именно во время прогулки усиленно работают мышцы ног, брюшного пресса, грудной клетки, суставы ног, рук и прочее. Кроме того, нормализируется давление, кровь насыщается кислородом, а капилляры и кровеносные сосуды приобретают эластичность. Кровь, насыщаемая кислородом, обновляет внутренние органы. Значительно улучшается микроциркуляция и обмен веществ в соединительных тканях, стимулируется функция всех органов – почек, печени, поджелудочной и щитовидной желез. Что происходит с нашими легкими? Они расширяются и насыщаются кислородом. Частота дыхания учащается, мы делаем вдох и выдох глубже, то есть улучшается вентиляционная способность наших легких. Кроме того, прогулки и свежий воздух помогут вам избавиться от застойных явлений в легких. Легкие расправляются и работают на полную мощность. После того, как кровь насыщается кислородом, заметно улучшается цвет лица. Помните, как мы были маленькими и прибегали с красными щеками домой? Представьте, как красиво будет сиять ваша кожа, если вы будете постоянно находиться на свежем воздухе и часто гулять. Кроме того, стимулируется наша эндокринная система, которая тесно связана с физическими нагрузками. В наш организм начинает поступать достаточное количество гормонов, которые обновляют и улучшают процессы жизнедеятельности во всем организме.